наступило время укладки кафеля на нашу стену, на фартук. Для того, чтобы начать укладывать кафель, необходимо сначала определиться с высотой начала кафеля. В данном случае у нас будет мебель высотой 85 сантиметров. Мы берем 5 сантиметров вниз и рассчитываем 80 сантиметров под полу. Затем необходимо взять уровень и на этой высоте накрепить строго горизонтально, где будет укладываться кафель. Затем необходимо взять любую ровную рейку, деревянную, железную. Всевозможные есть всякие у людей рейки. У нас я использую профиль УД, который очень хорошо подходит для цели. Я его сейчас отрежу по размеру стены, и в дальнейшем он пойдет на то, чтобы сделать каркас для потолка. Потолок будет у нас из пластика, поэтому он очень хорошо пойдет туда. Если сейчас я его обрежу, то он пригодится в дальнейшем. Затем необходимо прикрутить его строго горизонтально по стене, в том месте по полосе. И уже от этого профиля будем ввести кафель. Я режу профиль. Сначала боковые стенки. И затем, загнув его на небольшой угол, задняя стенка влезает. Можно резать, конечно, с помощью болгарки, у кого какие возможности и желания. Прикрепляем рейку на стену. Для этого я использую перфоратор, сверло по бетону. Прикладываем ее к нашей линии нарисованной. Отмечаем места сверления дырок на стене и сверлим. Следующий этап работы – это грунтовка стен. Для этого используем грунтовку глубокой пропитки, независимо от какой фирмы. Хорошо перемешиваем, наливаем ведро, берем кисть или валик и начинаем грунтовать стену сверху вниз. На предполагаемую высоту, на которую мы планируем положить кафель. Стараться, чтобы грунтовка не попала на уже свежеуложенный кафель, потому что она способна впитываться даже в глазурь плитки. И потом очень тяжело отмывается, и даже может не отмыться. Поэтому, если только вы его пролили, сразу смывайте до момента его засыхания. Проходимся по всем стенам. Продолжим работу. Следующим этапом будет замешивание плиточного клея для того, чтобы ложить кафель. Для этого мы берем венчик специальный, наливаем его на перфоратор, включаем на перфоратор режим сверления, без всяких ударников, и, набрав обычную воду в ведро, проводим плиточного клея. По пропорции согласно рекомендации, которые написаны на листке. После того, как плиточный клей размешан с водой, теперь нужно дать ему 5 минут выстояться и после этого перемешать снова. Укладку плитки начинаем с самого видного угла. В данном случае у нас это угол возле раковины, возле будущей мойки. Кафель будет у нас размером 35 на 23 сантиметра. Размещать будем его строго горизонтально. Начинаем с угла и продолжаем в стороны, лево-вправо. Для выравнивания кафеля по уровню используем специальные клинья, которые применяются для этой цели. А между шовных швов применяем крестики. У нас размер крестика 2,5 мм. Начнем работу. Для нанесения раствора плиточного клея на плитку я использую зубчатый шпатель и обычный шпатель. Для этого сначала я наношу на стену плиточный клей для лучшего сцепления с поверхностью. Хотя в рекомендациях завода-изготовителя плиточного клея написано, что плиточный клей наносится только
на стену, но для лучшего сцепления я рекомендую также укладывать плиточный клей на плитку, потому что это улучшит сцепляемость плиточного клея минус, а зубчатым шпателем разравниваем. После этого плитку можно наносить на стену. Прижав плитку к стене, необходимо с помощью уровня проверить ее горизонтальное и вертикальное положение относительно стены. От правильности укладки первой плитки зависит весь ряд вверх и вниз. И если даже плитка немножечко будет отходить от этого положения строгого, то будет потом в конце завал несколько сантиметров. Поэтому к углу очень большая ответственность, и старайтесь его сделать ровно и качественно. Вот мы нашли розетки. И здесь возникла необходимость в подрезке кафеля. Сначала мы прикладываем кафель, как он будет стоять, и делаем замеры по диагонали и вертикали относительно розетки. Вот я карандашом нарисовал. Теперь используется специальная коронка с алмазным напылением. Прикладывается к месту реза и проводится отрезка круглой части. Желательно смачивать водой также режущую часть, чтобы она не перегревалась. Будем сверлить. Одевается на дрель, на высоких оборотах сверлится. Вот мы уложили последний ряд с торца кладки, чтобы не было видно некрасивого торца кафеля. Мы устанавливаем пластиковый уголок, который имеет форму, похожую на пластиковые панели, когда монтируется такой самый уголок, ставится, но в него идут маленькие дырочки для фиксации в растворе, в плиточном клее. Бывает внутренний и наружный уголок. В нашем случае применяется наружный уголок толщиной 8 мм. Он сначала заводится за кафель торцом и в таком положении застывает. И если идет стыковка верхнего и нижнего уголка, то необходимо сделать косой срез под углом 45 градусов. Для этого немножечко приподнимается на толщину нашего уголка, делается замер и делаем после этого срез с помощью ножниц для резки металла. Очень хорошо лежит пластик. Вот таким образом обрезаем, делаем косой срез. Здесь же нижняя часть также подрезается, чтобы состыковать верхний и боковой уголок. В таком положении делаем стыковку. Измеряем карандашом необходимую длину. Режем ножницами. Сначала под прямым углом. И затем замеряем толщину уголка. Делаем косой срез. — 45 градусов.
в зависимости от толщины уголка могут быть углы разные, до 45. Не всегда это точная цифра, поэтому нужно уже обрезать по месту. Потому что очень часто даже стусла не помогает нам в этом вопросе. Вот таким образом стыковка производит. Вот такая идет стыковочка кафеля. Теперь совсем другой вид. После того, как уложен слой кафеля нижний и уже два верхних, необходимо удалить нижний профиль упорный и протереть кафель мокрой тряпкой. Вот укладка кафеля завершилась на стену рабочую в кухне. Завтра я затру швы и все будет готово. Вы посмотрели видео о том, как можно своими руками уложить кафель на рабочую стенку в кухне. Это делается все просто и сердито при наличии желания, терпения и небольших навыков. Вы были на канале Дело мастера Боится. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите свои комментарии. Будьте с нами. Всем пока.